Вот такие опоры освещения сохранились у нас в этом районе Вологды. Такие же можно увидеть на набережной его Октябрьского моста. В одном из роликов я их показывал. Наверху вот такие валюты, завитки и уже вот такой современный светильник. Ну а мы с вами у старейшего кирпичного дома поселка Льнокомбината начали строить его в 1937 году, а окончательно сдали в эксплуатацию только к 1951 году. Заглянем в подъезд. Здесь есть вот такие декоративные элементы на ограждениях у перил. И вот там дальше они тоже есть. Такие же элементы можно также увидеть на балконах домов, которые стоят здесь по соседству. На той стороне раньше стояло здание больницы Льнокомбината 1950-х годов постройки. Потом она стала городской больницей номер 2. Еще одна опора тех же 50-х годов. Их здесь сохранилось, по-моему, около десятка. Теперь прогуляемся рядом с этим домиком. Он конструктивно довольно интересен и является таким уникальным для Вологды. Состояние, правда, у него оставляет желать лучшего. Некоторые балконы, допустим, вдоль Беляева, они уже демонтированы из-за ветхости, а вот здесь пока держится. И вот здесь еще, смотрите, сохранилась и из-за недосягаемости конструкция с изоляторами для крепления проводов. Вот этот заколоченный вход ведет на черную лестницу. Как-то давным-давно мне удалось туда заглянуть. Вот лестничные пролеты там такие узкие достаточно, и есть частично заколоченные выходы из квартиры вот в тот подъезд. Дом возводили в прямом смысле в чистом поле. Когда вот начали строить льнокомбинат, предназначался он для производственников будущего предприятия. В этом месте было запланировано строительство большого жилпоселка льнокомбината, и вот этот дом был первым, по сути. Домов в таком стиле планировалось здесь построить еще где-то 1,5 десятка. До войны появился вот только этот. И был построен еще временный поселок строителей льнокомбината, который вот частично дожил до наших дней. И вот туда чуть позднее мы с вами дойдем. И вот можно видеть, какие тут балконы разного формата сохранились. Дом этот многие называют немецким по той причине, что его, по воспоминаниям очевидцев, достраивали после войны пленные немцы. Напомню, дом этот ввели в эксплуатацию в 1951 году. Насколько это соответствует действительности, я не берусь судить. Каких-то официальных данных на этот счет мне пока не попадалось. Но, в принципе, вполне могло быть такое. Такое вот интересное крылечко углового подъезда. Характерно скорее для таких южных городов, чем для Вологды. Да, вот с такими столбиками. Ну и такой вот псевдо-питерский закуток. За несколько месяцев до начала войны эта территория включается вот в состав города. С началом Великой Отечественной все работы по строительству льнокомбината замораживаются. И продолжилось строительство поселка льнокомбината вот только в 1951 году. Однако вот изначальный проект застройки он был существенно изменен, и начала формироваться вот уже современная планировка района, которая вот не предусматривала вот такое вот высотное строительство. И район начал застраиваться преимущественно 2- и 3-этажными жилыми домами. Проект не был вот изначально и реализован. И вот этот, кстати, дом как раз появляется здесь в 1951 году уже вот по новому плану. И вот, кстати, на ограждениях этого балкона как раз вот такие же элементы, как я вот только что вот вам показывал в подъезде вот этого дома. С этой стороны вот тоже балкон еще пока у нас держится. Тогда же, в 1950-е, начинается благоустройство улиц нового района, и здесь появляется, среди прочего, две интересные скульптуры, одна вот из которых, кстати, сохранилась, и еще памятник Ленину появляется. А вот в этом месте, на этом бетонном кубе стояла как раз вот одна из скульптур, это мама с дочкой. Ну вот, к сожалению, видел только один снимок этой скульптуры. Кто автор и какое было название, вот, к сожалению, я не знаю.
Название улицы Текстильщиков, которая сейчас у нас вот слева, изначально принадлежала современной Московской улице, а вот Беляева, которая впереди, до 1970 года называлась Московской. И как раз вот прямо по курсу у перекрестка современных Беляева текстильщиков, где вот елочка, стоял у нас памятник Ленину. Подставлю снимок 60-х годов вот с противоположной точки, где можно увидеть, как все это место выглядело в перспективе. И еще одно фото уже памятника Ленину вблизи. Тоже подставлю, чтобы понимать, как вот это место выглядело в 70-м году, вернее в 77-м году. Смотрим на газетные вырезки. Тот газетный ларек, я вам скажу, выглядел поинтереснее, чем вот этот современный заброшенный павильон. Ну а мы с вами подходим к тому месту, где сохранилась у нас вторая скульптура, установленная еще в 50-е годы. Таких вот настоящих скульптурных артефактов тех лет в Вологде сейчас с трудом можно найти, да и нет их, наверное, если честно. И вот она во всей красе. Мама и сын-пионер. Мама машет рукой, ну а сын как бы ее так закрывает. Ну вот если порассматривать скульптуру, тут можно увидеть такую интересную деталировку. Вот, например, такие вот, смотрите, носочки с манжетом. Ну и ботиночки, они встречаются в фильмах тех лет про пионеров. Ну и вот у мамы тоже такая вот, смотрите, характерная летняя обувь 50-х годов. Да, скульптуре требуется, конечно, хорошая реставрация. Ну и вот пока идем к следующей точке, расскажу вам, что на самом деле вот это у нас типовая скульптура. И ее еще можно кое-где встретить у нас в стране. Есть такие, например, в Казани, в Орле я нашел, и в Новосибирске она вообще стоит на главном железнодорожном вокзале при входе с перрона. Ну, а название этой скульптурной композиции «Остановим войну». Вот так вот. Дом 1957 года постройки с характерными такими ризолитами. В Вологде много сталинок 50-х годов, где вот такие выступы на домах по фасаду тоже присутствуют, но это в основном такие двух- и трехэтажные дома. На Зосимовской есть, и на Пушкинской кое-где еще можно увидеть. Но вот этот дом, он уже поскромнее в части балконов, вот по сравнению с тем, что мы вначале смотрели. Но вот если бы реализовали начальный план застройки 30-х, то здесь бы вот стоял его брат-близнец. Вот брат-близнец того дома первого. И вообще весь бы квартал выглядел тут у нас совершенно по-другому. Ну и вот здесь можно видеть распредустройство 1950-х годов. Нечто подобное я показывал в одном из роликов на площади Революции. Там, правда, по высоте строения поменьше в 2 раза. И вот такие трансформаторные будки раньше можно было много где встретить у нас по городу. В центре их, кстати, было немало. На старых фотографиях можно увидеть. Но сейчас вот почти их уже вот не осталось. В этом доме, кстати, на первом этаже были изначально предусмотрены помещения под магазин. Вот он и сейчас там, вот в угловой той части существует. Надо было, конечно, лучше пройти, вот, наверное, со стороны Беляева мне. Там дом поинтереснее как-то выглядит. Там по всему фасаду идут такие ризолиты, вот, как сейчас я показывал. А вот с этой дворовой стороны здесь вот все скромно, только вот переменную этажность можно видеть. Ну и вот эти вот лестницы на крышу. Ну и, кстати, вот относительно углового магазина есть такая одна интересная, достаточно свежая фотография, на которой можно увидеть над окнами первого этажа такую горизонтальную надпись «Продовольственный», а над ней такими крупными буквами вертикально уже идет слово «Продукты». И там, к сожалению, на снимке из-за дерева еще не видно будет вывеска, где можно видеть такую голову рыбы, там, по-моему, яблоко, помидор, наверное. Вот этих вывесок и надписей, увы, к сожалению, не сохранилось. Очень жаль. Ну и вот здесь тоже раньше вместо КБ у нас была парикмахерская с такой вывеской 80-х, синие буквы на белых кубах. 7-я школа, построена к 1953 году. Есть такой замечательный снимок школьниц с начала 60-х на ее фоне, вот где-то из этого места сняты. Они там на лыжах собрались кататься. Ну и, соответственно, вот в этом месте не было никакой застройки тогда еще. А вот этот дом
а его построили только к 1966 году. Есть снимок, сделанный со здания школы. Там как раз видно дома рабочего поселка льнокомбината, которые вот были впереди, за улицей Дзержинского, куда мы сейчас идем. Кстати, вот такие большие разделительные зоны между жильем и дорогой остались еще от проекта 30-х годов. Это планировалось как бульвар. На снимке вот 60-х, который был сделан со здания больницы, вот в эту сторону как раз вот эта задумка большого бульвара очень хорошо видна. Ну и сейчас тут как бы не бульвар, а вот такие зеленые зоны. Сейчас подставлю снимок, как это место выглядело от ДК льнокомбината вот в ту сторону. 7-я школа с забором, который вот буквально недавно заменили на новую, по-моему, в прошлом году. Дома, которые мы сейчас вот проходили, распредустройство там на фотографии видно во дворе. И вокруг еще нет домов, которые вот сейчас мы бы с вами увидели, если бы повторили этот снимок с крыши ДК. А вот и сам ДК льнокомбината. Сейчас подойдем к нему поближе. Начали строить его в 1936 году. Строительство велось общими силами. Изначально здание возводилось вообще как такой временный киноклуб для рабочих жилучастка, который здесь строился. Сначала его открыли 7 ноября 1937 года. Ну, сами понимаете, к 20-летию какой даты было приурочено открытие. И вот в этом месте, кстати, сделана одна тоже интересная фотография народного гуляния. Там такая тройка лошадей, по-моему, насколько я помню, мчится по этой улице. Сдали в эксплуатацию объект только в 1939 году, и тогда же, 13 июня 1939 года, в день текстильщика это было, и было торжественное народное гуляние по поводу уже вот второго окончательного открытия ДК льнокомбината. Ну и вот временное строение, как у нас водится в народе, стало, вот смотрите, постоянным. А вот в той стороне за белым грузовичком стоял так называемый Чехолдинский дом. Это было первое общежитие рабочих строителей льнокомбината. Его перевезли из деревни Чехолдина и собрали здесь к 1936 году. В Чехолдино это был дом отдыха край исполкома. Кстати, в парке ДК были даже карусели некогда. Ну, то есть там можно было так культурно провести время. Ну, а сейчас у нас, вот, к сожалению, парк запущен и довольно зарос. Ну, а теперь прогуляемся по территории бывшего жилпоселка строителей льнокомбината, который вот в этом секторе появился в 1936-1940 годах. Здесь вот стояли еще лет 10 назад 2 деревянных дома. Вообще поселок предполагался как временный, по этой причине он строился из дерева изначально. Ну, однако вот некоторые дома, как мы сейчас увидим, дожили до настоящего времени. И, кстати, до войны успели построить тогда 23 деревянных дома. Сейчас мы пройдем вокруг квартала по Предильщиков и Московской, и вот до Пригородной. Ну, к сожалению, не сохранились фотографии некоторых домов, что здесь были. Но вот оставшиеся, в принципе, дают представление о застройке тех лет, какая она была, что из себя представляла. Вот это кирпичное здание общежития льнокомбината на 25 комнат, построенное к 1956 году. До него здесь стоял какой-то деревянный дом. На аэрофотосъемке 40-х годов тот дом довольно отчетливо считывается. А вот это здание изначально выглядело у нас немного по-другому. Дом этой же серии можно видеть сейчас на улице Прокатова. И вот даже можно сравнить, я подставлю фотографию, насколько в свое время это здание перестроили у нас. И, к сожалению, сейчас оно выглядит скверно. С этой стороны у нас 2 деревянных дома 1938 года постройки. Изначально эти 8-квартирные дома возводились для инженерно-технических работников льнокомбината. Ну вот, кстати, интересно, живут ли здесь сейчас их потомки или нет. Как я уже говорил, данный рабочий поселок возводился временным. И то, что дома доживут до сегодняшнего дня, я вообще думаю, строителей тех лет сейчас бы немного удивило. Но, кстати, дома, возможно, все еще держатся и потому, что вот в строительстве-то активно участвовали будущие жильцы этих домов. Это строители и ИТР льнокомбината, ну, то есть они строили
пусть даже и временное жилье, но они строили его для себя. Соответственно, наверное, я так полагаю, они не халтурили. И вот качество жилья позволило ему дожить до сегодняшних дней. Так, какой домик раньше стоял вот с этой стороны? Смотрим на фотографии. И есть снимок, где вот ряд таких домов как раз в этом месте стоят вдоль современной Московской улицы. И вот этот дом, он такого же исполнения, только в обратную сторону, зеркальный. Со стороны Московской у него такая же вот часть дома, я не знаю, как правильно она называется, она похожа на башню крепости с такой вот интересной крышей. И у всех домов был вот в линии Московской улицы был такой характерный выступ подъезда. Кстати, как-то видел под фотографией вот этого дома один комментарий, что в этом здании давным-давно был детский сад. Но я не знаю, насколько верна данная информация, так что вот если вы вдруг в курсе этого вопроса, то напишите в комментариях под роликом, был ли вот в этом деревянном доме когда-то, там, может быть, в 50-е детский сад. Ну а мы вот подходим к Московской улице, которая, как я уже говорил, была ранее текстильщиков. Пока вот мы с вами идем до следующих сохранившихся домов поселка льнокомбината, расскажу вам вот еще какие интересные факты. Вся эта территория была полем до начала стройки, а сам поселок появился, поскольку началось строительство льнокомбината в 1936 году. На территории будущего завода, кстати, тогда раньше находились склады с сеном. Заготовляла контора «За год сена», так она и называлась. А также в районе строительства комбината находилась Михайло-Архангельская церковь Московской Ямской Слободы, которую из-за стройки комбината разобрали. Кирпич пустили на стройку. Небольшое кладбище при церкви, соответственно, тоже уничтожили. Интересный факт, что вот священник этой церкви, Николай Караулов, он потом работал на строительстве льнокомбината. В том районе потом мы отдельно обязательно прогуляемся как-нибудь. Ну а вот связывала район комбината с поселком грунтовая дорога через железную дорогу, вот в том месте, где сейчас пересекаются Советский проспект и Козленская. Там переезд был закрыт только, наверное, где-то в конце 90-х, ну или в начале 2000-х годов. Вот точной даты я не знаю. Впереди вот здесь долгое время стоял в руинированном состоянии еще один дом, вот из той же серии домов с угловыми башенками. Ну, мне кажется, его лет 10 не могли снести, и он не раз тут горел. Но сейчас вот хоть площадку очистили, и скоро, видимо, наверное, тут что-то будут строить, скорее всего. Впереди вот этот зеленоватый такой домик изначально планировался как общежитие на 105 человек. Два дома по такому же проекту раньше стояли на набережной 6-й армии, во дворах, вот рядом со строительным колледжем современным. Там на набережной это были общежития пединститута, ну а здесь, соответственно, общежитие у нас работников льнокомбината. Те дома на набережной уже снесли, но, я так понимаю, видимо, этому недолго осталось, но судя по его не очень хорошему состоянию. Ну и все-таки, как я уже вот еще раз напомню, это было временное сооружение. Не предполагалась столь длительная, почти в 100 лет его эксплуатация. На той стороне еще два дома для инженерно-технических работников льнокомбината. Ну, такие же, что и на Придильщиков. Ну и фасад вот этого дома, посмотрим, напомню, это все строилось временным жильем до постройки основного поселка льнокомбината. Вот опять эта выступающая часть подъезда, она, как я уже говорил, была характерной чертой домов поселка. Ну и, наверное, где-нибудь в 50-х годах этот район вот с такими деревянными домами, он выглядел, наверное, довольно очень интересно. А здесь у нас еще один кирпичный дом, это общежитие на 75 мест, построенное к 1958 году. И вот он, кстати, второй дом работников ИТР льнокомбината. Рядом с ним, кстати, интересные тополя растут. Меня они всегда удивляют. Такими вилками стволы расходятся. Дом вот этот, кстати, он был построен по проекту конторы Эстон Проект. И здание было вот слегка перестроено в ходе капремонтов. Как этот домик примерно выглядел изначально, вот я сейчас подставлю снимок такого же дома в Таллине.
Ну и, в принципе, вот этот домик, он перекликается вот с тем зданием общежития, которое мы сейчас на предельщиков смотрели. Вот здесь вот у нас стоял еще один дом с башней. Его уже нет, наверное, ну, я думаю, лет 15. Ну и, в принципе, у нас вот здесь уже заканчивался этот временный поселок льнокомбината. Ну и, в принципе, все. На этом наша прогулка тоже, пожалуй, заканчивается. Есть что еще, конечно, посмотреть в этом районе, но я думаю, это уже такая отдельная прогулка будет. Если вас заинтересует, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, что вам известно про этот район Вологды. Ну а я, Слав Ерохов, прощаюсь с вами. До новых прогулок. Всем удачи, всем пока.